Если вы не видели первую часть обзора на фильм, который собрал больше, чем «Аватар», на территории Грузии, пройдите по ссылке. Всем остальным предлагаю выпить... За Россию! Карамба ТВ представляет. Вчера Путин покинул Пекин и заявил, что лично будет этим командовать. Еще он сказал Саркози, что не прекратит, пока не подвесит меня за яйца. Все это он говорил в женском платье, одев маску Бэтмена. Ну, российские политики. Министры Евросоюза договорились о чрезвычайном совещании. О, спасибо, Евросоюз. О, ради бога, боже мой. Каждый раз, когда устраивают совещание, умирает все больше людей. Когда убиваешь других, не особо заметно, да? Не все люди одинаково приятны. Оператор томно шепчет Андресу на ушко, что зарыл карту памяти со зверствами в саду, когда поднимал его. Ну а слепые русские не заметили. Иван, I'm blind! Don't drink that vodka! Иван, where are you? Иван, you dead! No! Now I drink for your rest and peace, comrade. Папа, как ты? Они тебя пытали? Нет, девочка, режиссер и осетин выставляет плохими. Я сдал собственную семью и репортеров, которые нас спасли. Теперь их из-за меня будут пытать. Нет смысла что-то утаивать. Скажите мне, где эта запись? I don't know. Россия нас нанимает потому, что ее армия недостаточно мотивирована. Мы не мотивированы, мы не мотивированы, мы не мотивированы, мы не мотивированы, мы не мотивированы. О, трехколесный велик. Типа иногда мы вылавливаем дезертиров. Самых удачливых предают суду, но самых худших передают мне. In Soviet Russia, казах will torch you. Саакашвили начал эту войну. Вы это понимаете? Мы здесь потому, чтобы защитить наш народ. Южную Осетию. Мне плевать, кого вы здесь думаете защищать. Гитлер начал эту войну, мы здесь, чтобы защитить народ. Мне плевать, кого вы здесь думаете защищать. Дарт Вейдер начал эту войну, мы здесь, чтобы защитить эвоков. Мне плевать, кого вы здесь думаете защищать. Круэлла де Виль начала эту войну, мы здесь, чтобы защитить щеночков. Мне плевать, кого вы здесь думаете защищать. Мне просто интересно, как убийство старухи помогает вам в этом. Когда здесь пророют метро, люди скажут мне спасибо. Как ты это смог? Нам пришлось отступить. Отступают? Это когда наступают. Ренни Харлин. Гений, блять. Иван, I hear shooting, Иван. Motherland is attacked, Иван. I understand, Иван. For Stalin. For водка. Вперед! Естественно, слепые от паленой водки русские ничего не могут противопоставить грузинам. В узком, блять, проходе, в котором, наверное, только в Невского нельзя попасть. Пиу! Пиу, 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 пиу! Водка внутри, а снаружи бутылка. Ты не пострадала? Нет. Пошли. Татья, Нет, я тебе не доверяю. ты что, Татья, ведь я твой отец? Отличная интонация. Ведь я твой отец? Нет. Врача! Почему его зовут «Хрен попадешь»? Потому что в него хрен попадешь, Ави. Грузинский отряд доблестно расстреливает ваххабитов, ой, то есть российскую армию, до тех пор, пока Ивана не вызывают танки. Сами-то они не способны подавить маленький отряд. Так, на подходе! Знаю. Я только что его из калаша пытался подбить. Пошел. Пригнись! Я не хочу слышать их крики. Вруби радио. Ну нахер! Погоня продолжается, грузинские солдаты обнаруживают у себя в инвентаре ракетницу, из которой подрывают боевую машину войск.
БМВ. А репортер добегает до огромного сада и за пару секунд находит флешку, которую в земле закопал его друг. И в легкую догоняет машину, которая все это время ехала на полной скорости. Отсоси, Усейн Болт! Теми же способностями по бегу обладает и батя двух дочерей. Он тоже нагоняет машину пешком. Killing spree. Ну, вы знаете, российская армия, она же еще солью вражеские земли посыпает. И радуется этому, стреляя в воздух. Медведев Паузы. Драматизм. отказался от нового предложения перемирия. От какой части? Ото всех. Ну, естественно, у солдат Медведева огнеметы с бесконечным боезапасом и право убивать кого хочешь и брать трехколесные велосипеды. Кто в здравом уме от этого откажется? Я вновь объявляю одностороннее прекращение огня. Господин президент. Всем войскам прекратить огонь. Отойти к Тбилиси. Мы должны защитить столицу. Каким образом защитить? Ты только что объявил одностороннее прекращение огня. Сценарист, ты не видишь странности в предложении? Так сухо, потому что идет дождь. Если мир не отзовется на этот жест, это самоубийство. Нет, это... Единственный шанс на спасение. Надо отступать для обороны Тбилиси. Горе падет. Русские обезумели. Это не просто русские, это урукхаи. Я подчиняюсь приказу. Грузинская армия расстреливает российскую армию как детей, но при этом вынуждена отступать, потому что президент не хочет войны. Пожалуйста, продолжай. Я не хочу терять свою страну. Я слишком много воевал за ее свободу. Знаменитая свобода Грузии в Ираке. Свадьба. Иван, там мирные жители, Иван! Открывай огонь, Иван! Да, Иван, действительно смешно. Точно, Иван, полетели за водкой. Надо позвонить в США за счет абонента. Мне надо поесть. Привет, Кэрин. Нашел воду. А мы в горе. Мелочь. В горе. Его же бомбили. Ей лучше поспешить. Мы стали свидетелями убийств, карательных акций в деревне. Эй! Да ты можешь заткнуться, придурок! Он звонит по телефону в городе, в котором вообще не должно быть связи! Ему срать на твой огнетушитель! Андрес хочет транслировать материалы, что на карте, одному человеку, который сможет показать правду миру. Но... Он отказался. Черт! А еще я беременна от тебя! Черт! И машина переехала твою собаку! Черт! Последний у нас засорился туалет! Черт! Кстати, ты не помнишь, у Бога был ангел, а у дьявола был... Черт! Ладно. За мной! Занять оборону! Станция передаст ваше сообщение. Пошли. Ребят, нам лучше зайти сюда. Демидов сказал, что они щадят церкви. Да нет, вы что? После свадеб русские бомбят церкви, потом детдома, а потом приюты для котят. В церкви между Тати и Андресом вспыхивает искра, но они держатся, и он безмолвно уходит. Бежи нас, быстрее! Классная озвучка! Люди должны увидеть эти кадры. Сейчас информация не повреждена. О, слава богу. О, ради бога, боже мой. Около 2 минут на связь со спутником. На удивление и грузин смогли выставить плохими. Вот, например, этот маленький, но гордый отряд, убивая российских солдат, нарушает прямой указ президента о прекращении огня. Тем временем репортеры почти донесли правду. Как вдруг... Иван, вижу мирных репортеров! Красавица, скорее в укрытие, бегите! Быстро, быстро! Что ты делаешь? Качаю порнуху за ФТП! Беги! Бегом! Фильм бы закончился, но нет, они не успели залить ролик. Иван, а может обстреляем вон тех грузинских солдат с РПГ, которые могут нас сбить? Плюс поможем нашим войскам пробиться, а Иван? Нет, Иван, только мирных жителей, детей, старух и репортеров. Вас понял, Иван? Мне конец, Иван. Дед, Иван, держись. Помнишь, как мы вместе расстреливали детей, Иван? Помнишь, как бомбили дома с мирными жителями, Иван? Я горю, Иван. Я тоже тебя люблю, Иван. Hell yeah!
Сожгли заживо срочников, да! Себастьян! Как плохо, ничего не чувствую. Ох, черт! Я тебя не оставлю. Ты должен идти. Я помогу тебе. Нет, послушай меня. Ты был братом. Ты был... Твоим братом. Я брат твой. Ты должен уйти. Андрес оставляет на удачу кулон и решает бежать без друга. Во-первых, потому что, чтобы бежать, нужны ноги. А во-вторых, потому что он услышал российских военных, которые стреляют в воздух на вражеской территории, видимо, думая, что они бессмертные. Далее Андрес бежит в церковь, дабы поставить свечку за упокой мозгов сценариста. Ну а там... Да, видимо, Татью сдали, и теперь скинхед требует флешку в обмен на девушку. А он умело играет и тщательно скрывает эмоции, которые, по идее, должны быть в этот момент. Господи, моя спина прям до кости, господи, как больно! А почему так тихо? Почему что-то льется у меня из ушей? Скинхед, еще не увидев карточку, отпускает Татью, и они с репортером обжимаются. Долго обжимаются. Господи, как же долго. А потом Татья убегает. Пришло время отдать карточку скинхеду по имени Данила. Подлинная карта сейчас на пути к группе по защите прав благодаря маленькой девочке. Все кончено. Ничего не кончено. Ничего. Ну все, американишка, ты сейчас познаешь гнев Данилы. Одному богу известно, что он сейчас с тобой сделает. Пидоры? Это было в «Гладиаторе». Рыжий русский солдат убил своего командира, дабы спасти американца, которого он вообще не знал и видит в первый раз в жизни. Я передаю свою способность говорить молчаливому Бобу. Ну, чего дожидаешься? Теперь твой выход, чувак. Нет слов. Андрес и Татья воссоединяются, целуются, все счастливы. Даже без ноги, и маленький грузинский гордый отряд Дикий Росомахи тоже цел. А их капитан делает перевязку маленькой девочке. Но Россия все шла, и ничто не могло ее остановить. Она чуяла кровь. Иван, прием, в машине дети. Понял тебя, Иван! Ну будьте же вы людьми, оставьте их. Казалось бы, что может спасти российскую армию от гнева грузинского отряда, который держит на руках детей? Во имя Господа не стреляйте. Как говорится, в который раз Иисус вас спас. Они не сопротивляются. Открыть огонь! Мы стреляем только по безоружным. Уходите! Интересно, а сильно ли расстроился Борис после этого приказа? Борис. Вот уж показал, так показал. А где ваши руки? Сегодня оккупационные войска собрались у наших ворот. Мы знаем, эта империя могуча. Много танков и самолетов. Но у нас есть нечто более ценное. Это любовь к свободе и любовь к независимости. Именно этой любовью мы остановили российскую армию. Нет, правда, в фильме никак не объясняется причина остановки российских войск. Если Россия настолько жестокая, кровожадная, как показано, почему она остановилась? Причем внезапно. Говорят, что ты полностью вылечишься. Да. У него отрастут ноги? Вы даже врачей идиотами выставили. А что с материалом? Отправлен. В Human Rights Watch. Получил массу отзывов и заслужил всеобщее внимание. Ну, этот знаменитый материал, который не существовал. Российские танки все еще остаются в горе и на большей территории Грузии.
И фильм заканчивается, конечно же, грустными кадрами, под грустную же музыку. И это очень правильный ход. В конце также берут интервью у людей, у которых кто-то погиб на этой войне. Все это, по сути, игра на чувствах, если вы, конечно, не думаете, что Ренни Харлину есть какое-то дело до убитых. Так как фильм не сходится ни с одной из версий, ни с версией Кремля, ни с версией Тбилиси, ни с версией ЕС, в итоге хочется сказать, что Ренни Харлин смог переплюнуть Рэмбо 3, создав свою версию. Довольно забавную, про далеко не забавные события. До свидания. Еще прошу извинить меня, жителей Грузии, я правда не знал, что выкладываю первую часть обзора в день выборов в вашей стране. Просветили меня в комментариях, и я воскликнул. Вот это поворот!